Вот этот трек нормальный. Сейчас... Блядь. Не, это тот же нормальный. Вот этот нормальный. Да блин, теперь Металлика. С этим блядским НТГ не разберешься. Где этот трек? Вот этот. Я с него обзор начну. Четкий. Итак, в новом iPhone теперь экран как на Samsung Galaxy S7. Вам больше не нужно говорить, что у вас натуральные цвета. Широкоугольная камера. Может даже вот шире, чем вот это. И возможность слушать музыку, сука, с телефона и сразу записывать эту музыку на этот же телефон. Хотя это вряд ли. Еще я запорол начало обзора треком. Да, вот юмором про iPhone. Вот сейчас начнем обзор. Вот сейчас, вот, смотри. Вот, четко. Сейчас будет четко. You rappers doodle, baby shit, just basic boo boo. I'm talking Zulu, Mansa Musa, my money buku, my beats is banging. Fuck what you rapping, who produced you? I slap the slap, take what you got and run the juice you. USC Bitsy, furry, frightened and freaking sickly. A little prickly, dick on display for winter swimming. Look at these kitties, Mike, I'm a rat-a-tat for living. I deal in dirty work, do the deed in a dash. Ditch 'em, I land a hammer that's stuck in a fist and gun position. We run a brand where destruction's the #1 commitment. It's all a joke between mom contractions and coffin fitteds. So we disappear in the smoke like we're fucking magicians. Всем привет, это канал Loud Sound. У нас сегодня обычный обзор обычного джипа из Пятигорска с обычными двумя 32-ми. Это 32-е, Вась, или все-таки там не доказано? Самыми большими в мире сабвуферами почти. Вася мой давний друг, знаковый очень человек, как в автозвуке Пятигорска в частности, так и России в целом. Первая заруба, да, наверное, была в России. Первый дезматч на публике, когда две машины валили до Талова. Это вот была тринашка с Васиной двенашкой на Ground Zero. Сегодня у нас автомобиль на Урале, потому что это демокар Урала, потому что Вася... Ты Урал любишь, да? Никто бы не подумал, что дойдет до такого уровня когда-нибудь. Все вы помните Урал, вот эти вот сабвуферы AS12D, по-моему, они назывались, с проволокой, намотанной на жидкую фольгу. И вот посмотрите, во что Урал превратился теперь, какие они делают охуенные наклейки. Итак, это обычная ростовская спорт-купе, а это обычный пятигорский джип. Как так происходит, Вася, в Пятигорске? Это Ford Explorer, ребята, он ниже, чем спорт-купе. Правда, спорт-купе я поднял самый верх, а джип он опустил самый низ. Слушай, ну это как бы не то, чтобы не пятигорский именно вариант, да, это вообще, я говорю, единственный в России в данный момент джип, который в таком состоянии может опуститься. Рамный. Рамник, да, то есть тут и рамы переделаны, их очень много всего, то есть его начал делать один мой знакомый, потом он продал другому моему знакомому, и вот 5 лет вот, примерно его пытались сделать из него проект. Ну вот только у нас до конца полностью реализовать получилось. Ребята, никогда не делайте диски на детейлинге в Пятигорске. Да, детейлинги не надо делать. Посмотрите диски, ближе мы их сейчас покажем. Снимай его, бардак какой. Посмотри, устроили, обзор мы решили снять. Ага. Так, я про систему ничего не знаю почти. Я должен был подготовиться к обзору, но этого не произошло. Что-то поэтому не по плану, да? Бля, подойди уже ближе. Нам люди смотрят из космоса, да, на нас. Подходи вообще сюда. ГЗ тоже неплохо, да? Вот, я же говорю, Вася может бросить Ground Zero, но Ground Zero преследует, рядом, да. преследует Васю. Вася, знаешь, как в Ростове Ground Zero называют? ГЗ. Западло самое большое с моей стороны, что я не подготовился в том, что Васе придется рассказывать про этот автомобиль. А Вася вчера и позавчера вел соревнования. Ничего страшного. Еще аллергия у него. Да. Короче, он вот так будет рассказывать. Проект у Васи не один. У него есть еще один очень интересный проект с сабвуферами в крыше, да, семерка? Ну да. Ее недавно снимал Дима Гордей и совершил очередной почти петушиный поступок в своей жизни. Не отметил Васин Инстаграм, вот он. Подпишитесь на Васю и увидите семерку с 4 сабвуферами. И заметьте, мне Урал за это бабок не дал. Если меня смотрит кто-то из компании Урала, я знаю, вы смотрите, дайте скидку по-братски. Давайте сразу покажем, чтобы вам дальше было интересно смотреть. Да, я сам попробую открыть. Оп! Да, вот. Смотри, здесь я есть, нашел. как в обычном автомобиле, ручка. Ну, обязательно огнетушитель и 32-й сабвуфер. Но если заглянуть чуть дальше, то мы увидим второй. Оп, Витя Моц, ты больше. Слезай с бочки, Силер. Ты не заложен. 2 32-х. Не, сделано так себе, Вась, честно. Я тебе сейчас покажу почему. Такую красоту вы спрятали. Оп.
Беру слова обратно. Ну, почти спрятали. Это же тоже можно было не тонировать. Ну так здесь подсветочка и ночью вообще отлично смотрится. Да? Да, А дашь фотки, я приложу. конечно. Там и видео есть. Смотрите, видно Васю, видно меня и видно сабвуферы. А какое у них правильное название, ты помнишь? Патриот XXL. XXL? Да. Почему XXL, почему Патриот, я не знаю. Ну, патриот ты. Вот предложил бы сейчас тебе Альфард $1 миллиард, ты бы сказал, я патриот и буду на Урале собирать. У них самые красивые наклейки. Ребята, извините за троллинг, я надеюсь, его нормально все воспринимают. Диски пиздец в говне в каком, а? Это вот что за детейлинг так может упороть диски? Я знаю, что это была какая-то красная химия. Если меня Максим ГМА смотрит или Леша Кагаджанян, прокомментируйте, да ёбжит. Прокомментируйте сейчас, вот прокомментируйте в комментариях. Как можно было вот такое сделать с дисками? Машина немножко уставшая. Вася это второй сезон уже. Да, надо сразу оправдать Васю. Они собираются ее уже скоро разбирать. Мы застали эту машину в уникальном состоянии. Однако посмотрите, с каким вкусом сделаны обшивочки. Все выдержано в едином цвете. И строчка, и коврики, и обшивка дверей. Ну и мы, наверное, сейчас немножко отъедем куда-нибудь, где можно повалить и где можно вам спокойно рассказать. А тут мотоциклисты ездят. Людей в музыке в громко обвиняют. Мне кажется, мотоциклистов надо выхлопа всем выдать, такие гражданские, чтобы ездили и не мешали людям снимать обзоры. A few moments later. The fellows at the top are likely rapists, but you like mellow out, man, just relax. It's really not that complicated. Well, part of me, I guess I'm just insane as you explain it, or maybe sanctifying the sadistic. Я даже не знаю, норма это или нет. Что? Номер! Паркуйтесь! Подумаешь, просто номер отпал. Ну, конечно, на скотч. Конечно. А как еще? Проблема быстро решена. I probably smell like a pound when they put me in a coffin. The gates of hell, I'm pugnaciously pacing, waiting. I give a fuck if I'm late, tell Satan be patient. But I ain't here for do races, I'm just taking vacations. And tell them fuck them, I never loved them in salutations. Васек, короче, сейчас самый жесткий тест будет для твоего автомобиля. Да, он же джип, и поэтому нам, естественно, нужно проверить его на бездорожье. И сейчас мы сравним, кто круче ездит по жесточайшему бездорожью. Уже поднимает, смотри. Итак, первым дистанцию проходит Мерседес. Конечно, вам на видео кажется, что здесь ровная дорога, но на самом деле здесь жесточайшее бездорожье, просто жесть. Смотрите, как уверенно вышел на дистанцию. Сейчас у него те 32-е поотлетают нахуй там через потолок. Вот сейчас будет жестокая кочка, вот она. Вот жестокая кочка. Ну, достойно, достойно. Вот тут потише. Патриот. Че? И мост красный в тему, а? Самая лучшая реклама, она всегда бесплатная, да? Вась, ну ты погори там с ураловцами за нас. Какая некрасивая машина, да? Итак, мы приехали в ваш любимый ключавто Мерседес. Опять будете троллить, что я Мерседесом понтуюсь. Я не понтуюсь Мерседесом. Покажи мой Мерседес. Видите, я им не понтуюсь. Еще дольше показывай. Тихо здесь и красиво. Поэтому приехали сюда. За рекламу мне бабки не платят пока, но, к сожалению, не платят. Если будут платить... Короче, жду бабки от Урала, скидку. И от Мерседеса жду S63. АМГ. Надо добавить, Купе. я ее разыграю, да, чтобы вообще... Я ее разыграю, да, за подписки. Итак, состав аудиосистемы 6 пар Патриот Neo 16 сантиметровых, 4 пары твиттеров. Очень просто устроены двери. Питает это все 2 пятиканальника. Шестиканальника 6180 на среднечастотники и 1 470. Всего один четырехканальник на твиттеры. На сабвуферы все жестче. Давай сразу покажем, да, как это все устроено. Вася, расскажи сразу, вот оргстекло, сколько? Это не оргстекло, это бронька, кстати, в Ростове заказывал. Ну, это броня. Да, 2,5 сантиметра. Мы наши все последние проекты, у нас самая главная цель это была визуализировать звук, как ты даже в начале об этом всего рассказывал. Да. Подсветка ночью бомба вообще смотрится, видно издалека. Explorer оказался не очень большим автомобилем, поэтому все практически место занято под оформление, под клетку и по бокам только получилось поставить пневмоподвеску, ресиверы, компрессоры, усилители питания. Ресивера, кстати, 2, да, я вижу? 2 ресивера, 2 компрессора, да. Одна сторона отвечает за перед
другая за зад. Давай инсталл посмотрим. Тут, конечно, надо отдать Васе должное. Тут все супер компактно. 2-3 500 на каждый САП. Каждый в 0,5 работает. Да. И все стабильно, нет Очень защиты. стабильно. Ну, это магниты, да, там, наверное, я понятия не имею, какой там рост сопротивления, но мне кажется, очень маленький. Дай камеру, я покажу там дальше. Смотрите, это вы увидели только верхушку айсберга. Ну, тут у нас подсветочка, вот там у нас титанат 220 ампер-часов. Вот это что-то уже отъебнуло, видимо. Это, господи, балансирный титанат, который я очкую и каждый раз отключаю. Да я даже вот снимать его очкую. Я вообще не люблю эти батарейки блядские. Дальше мы видим ресивер, компрессор. Ну, в общем, вот представляете, да, вот здесь. И с другой стороны, собственно, вся аудиосистема и разместилась. Больше у нас нигде ничего нет, правильно? Сзади ничего нет, в передней части под сиденьями тоже, да? Под сиденьем ничего нет. На самом деле Explorer тоже не очень удачная машина в плане звука. Поэтому, чтобы сделать вот такие обшивки, пришлось сиденье переносить ближе к центру. А, вы переваривали, что ли? Да, оно переварено. И ты видишь, здесь нет порога. Даже порог, если поставить, дверь уже не закроется. Ну и под капотом, собственно, один генератор GND, да? 200... 373 протяжки плюс 3 минус, но это уже, по-моему, классика жанра. А, кстати, здесь еще 4 дудки очень крутых установлено. А ну-ка, давай посмотрим с сердечным приступом. Никого рядом нет? Давай я попробую не дернуться. Сейчас будет скример, пацаны. Это пиздец. Я не буду больше ничего даже говорить. Если кто-то спереди заснул... Ну, если очень плохой человек, да. Да, очень плохой человек заснул в пробке перед вами, и вы ему вот так моргаете, а он такой: да пошел ты нахуй, я сплю. Можно ему устроить химчистку сидений очень, очень запросто. Кусочек приора Да, есть. здесь стабилизатор от приора стоит. А что-то там арки еще, я слышал, переделывались. Но здесь по подвеске вообще очень много изменений. Здесь рычаги все сами сделали, придумали, выдумали. Амортизаторы и все-все-все. С передом тоже там, ну, в общем, головоломки очень много было. Ну и, собственно, давайте что-нибудь включим. Я зашел там у менеджеров, спросил, можно включим? Они говорят, мы не знаем, мы сейчас руководство спросим. И вроде бы как можно, но они походу пока не понимают еще. У нас ничего необычного. Это Станислав, ключ-авто. Это ключ-авто. Это Пятигорск. Watching the hood got eyes. Hustler, who you whispering to? On that next hill jerk, the street got ears they listening to. I can teach you how to do what I does. Cause if I wasn't the best, niggas never would've knew who I was. I come breaking niggas strip raw, taking nigga breeze. Run up in your spot like pussy nigga flinch, working gigs. Если вы хотите посмотреть более подробный и более красивый обзор этого Форда, переходите на канал Васи про звук. Подписывайтесь, смотрите, там не только обзор этого автомобиля, другие обзоры, другие их тачки. Очень интересный канал, обязательно подпишитесь. Обзор Форда действительно очень качественный, очень красивый. Я даже спидил оттуда пару кадров, надеюсь, Васек не обидится. Вот такой обзор получился. Вася, огромное спасибо за то, что приехал и провел эти 2 дня. Какие люди! Здравствуйте! Молчу, здравствуйте! Опасно, да, нельзя говорить. Не представляю даже, я бы не согласился со сцены вот это вот орать. 160 децибел, 150 децибел. Это на самом деле тяжелый труд. Скажите, Вася, спасибо за этот автомобиль, за то, что провел финал Дибидрага. Тебе самому понравился финал? На МТ вообще людей что-то не было. На МТ, да, к сожалению, людей не было, а на Дибидраге прям большое количество. Пишите обязательно ваши комментарии по поводу этой тачки. Обязательно посмотрите Васину семерку, про которую Гордей тоже вот... Гордея пропиарим? Давай Гордея, а? Но мы такие поступки совершать не будем. Вот инстаграм еще раз Васи, в описании. Спасибо, да. Он. И пишите Васе, вот, тролльте его, эту машину, тролльте. Я потроллил чуть-чуть, ну, надеюсь, по-доброму получилось, что Урал делает красивые наклейки. Не только, естественно, наклейки, Урал нереально подтянул качество и количество компонентов, ассортимент у них громадный. И Нео есть модели, и топовые вот есть модели. Вася, тебе кепку, мою личную. Ух ты! Да, это первый экземпляр. Вот этого дизайна, да?
А, думаю, это вообще в принципе первое. Нет, первый Спасибо. был, стыдно было бы тебе дарить. Ну, это вот одна из самых качественных наших кепок, и самая первая, самая качественная, короче. Я кепки, кстати, коллекционирую. Да ты чё? Да. Все, Васек, еще раз спасибо. Да, надо для справедливости BMW в обзор показать в любом случае, да? Это BMW президента, между прочим. Вася, давай, скажи, всем пока, живите громко. И в автозвуке человек, и А он там не проедет. Паша, убери машину. Так и чё, он там перекрыл дорогу. Паша, ты чё, купил у нас что-то? Там они пиздиться, да, сейчас будут? Сними Пашу. А чё такой а чё за выбор такой? А почему не Альфард? Славик, Сережа у нас в гостях сегодня. Вот неожиданно в обзор попали. Вчера пацаны бахнули ни много ни мало рекорд мира. Я решил воспользоваться этим случаем. Смотрите, у нас вот эта вот популярная вещь в последнее время. Сейчас они пару комплектов подпишут. Это короб «Собери сам». И с росписью Славика и Сереги они будут плюсить на 1 децибел где-то 1-1,5, да? Если клеите вибру на САП, еще 0,3, но это не точно. Да, если хотите точно, то смотрите канал Славика SPL Top Secret. Очень интересную тему поднимает. Он именно вот пилит и показывает, что на что влияет. Я уже говорил в предыдущем обзоре. Он уже, вот смотри, там нафигачил. Зачеркнул трубу, не зачеркивай, пацаны, потом не за... А черный, да? Да, черный. Ну вот здесь в углу тут. Ну обязательно плюс 1 децибел. А, ты написал, да? А то не плюсанет. Вот сейчас подпишет нам несколько комплектов, будут такие уникальные комплекты. Спешите заказать. Вот, и канал смотрите обязательно, потому что нам часто задают, там, а как короб, а куда трубу поворачивать, а от датчика или от слушателя, а закрывать, открывать спинки, а провода можно ли в порт, через порт пропускать. Ребята там эксперименты ставят вплоть до давления в колесах, да, меняют. Короче, вот, ребята, у нас тут теперь рандомно, кому-то достанутся уникальные комплекты для сборки коробов, сделай сам. У меня Васек там уже заждался, пойдем сейчас снимать вот этот его пятигорский джип. Всем привет, это канал Loud Sound, и у нас сегодня обычный обзор, блядь,